Сенсация. Операцию по захвату Николаса Мадуро Пентагон спланировал и провел с помощью искусственного интеллекта. Трамп все больше склоняется к военной операции против режима аятолл в Иране. В Вашингтоне уверены, что ключ к миру в Украине находится у Пекина. Достаточно одного звонка. Зеленский тем временем объяснил, почему нельзя отдавать Путину Донбасс. Ильхам Алиев обвинил россиян в целенаправленных ударах по азербайджанским дипломатическим миссиям в Украине. России грозят новые санкции. На этот раз за применение химического оружия против Алексея Навального. На МКС на ракете Илона Маска прибыл новый экипаж. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Модель искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic использовали в военной операции США по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Операция включала удары по нескольким объектам в Каракасе в прошлом месяце. Источники газеты рассказали, доступ Пентагона к Claude обеспечило партнерство Anthropic с компанией Palantir Technologies. Представитель Anthropic заявил, что компания не может комментировать использование Claude в конкретных операциях. Он отметил, что любое применение модели должно соответствовать правилам компании. Эти правила запрещают использовать Claude для содействия насилию, разработки оружия или слежки. Минобороны США отказалась от комментариев. Anthropic стала первой компанией-разработчиком моделей искусственного интеллекта, чьи разработки используются в засекреченных операциях Пентагона. Контракт на сумму до $200 миллионов военное ведомство заключило с компанией прошлым летом. Глава Anthropic Дарио Амадей ранее выражал обеспокоенность использованием искусственного интеллекта в автономных боевых системах и для внутренней слежки. По данным издания, разногласия по этим вопросам осложнили переговоры компании с администрацией США. США готовятся к возможной затяжной войне с Ираном, сообщает агентство Reuters. Армия может начать многонедельные операции, если президент Дональд Трамп разочаруется в ходе переговоров и отдаст приказ об атаке. По информации американских чиновников, удары будут наноситься не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и силовым объектам Ирана. В Вашингтоне ожидают ответные шаги со стороны Тегерана, в том числе удары по американским военным базам и флоту, что может привести к серии взаимных ударов и эскалации в регионе. Эксперты предупреждают, риски для американских военных высоки. Иран располагает мощным ракетным арсеналом, а конфликт может перерасти в самое серьезное военное противостояние на Ближнем Востоке за десятилетия. В то же время Трамп договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о дополнительном экономическом давлении на Тегеран. Прежде всего через контроль экспорта нефти в Китай, что на сегодня составляет более 80% поставок Ирана. Американские чиновники заявляют, что кампания максимального давления будет сочетаться с переговорами и наращиванием военного присутствия на Ближнем Востоке. Однако позиции США и Израиля пока во многом расходятся. Нетаньяху считает любую сделку с Ираном невозможной, Трамп видит шанс на соглашение. В ближайшие дни спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по Ирану и Украине в Женеве. Утром они встретятся с представителями Ирана при участии Омана в роли посредника, а затем состоятся трехсторонние переговоры с Россией и Украиной. По словам собеседников издания Axios, в последние дни Трамп спрашивал Стива Уиткофа и Джареда Кушнера о шансах на заключение сделки с Ираном. Один американский чиновник сообщил, что Уиткоф и Кушнер сказали Трампу: «История показывает, что достичь хорошей сделки с Ираном трудно, если не невозможно. Мы трезво и реалистично оцениваем иранцев. Мяч на их стороне. Если это не будет настоящая сделка, мы ее не примем», сказал американский чиновник. Второй американский чиновник заявил, что считает нулевыми шансы на то, что Иран согласится на предложение США или наоборот. А вот как возможность и, вероятно, необходимость военной операции против исламистского режима аятолл в Иране прокомментировали на Мюнхенской конференции сенатор-республиканец Линдси Грэм и наследный принц Ирана Шахиншах Реза Пехлеви. Вот что я считаю. Они слабее, чем когда-либо с 1979 года. Это режим с американской кровью на руках. Это большой дестабилизатор региона. Это религиозная теократия, которая, если бы могла получить ядерное оружие, использовала бы его для достижения своих религиозных целей, которых 3. Очистить ислам, уничтожить еврейское государство и прийти за нами. Гитлер написал книгу. Он хотел убить всех евреев. Никто ему не поверил.
Я считаю, что аятолла и его режим, а не иранский народ, религиозные фанатики, религиозные нацисты. Гитлер хотел расу господ. Они хотят господствующую религию. Почему я это упомянул? С этими людьми вести переговоры, на мой взгляд, невозможно. Они полны решимости воплотить религиозную программу, которая учит их лгать, учит их разрушать во имя Бога. Президент Трамп сказал нечто, что, возможно, будет лучшим его высказыванием или, может, худшим. Когда его спросили, что должны делать протестующие, продолжать протестовать. Это исходило от человека, который искренне в это верил. Это не был продуманный ответ. Рональд Рейган пошел к Берлинской стене, и мы до сих пор об этом говорим. Он не сказал: «Вы не могли бы опустить стену?» Он сказал: «Снесите ее». Это было ясно и кратко. Президент Трамп дал ответ: «Продолжайте протестовать. Помощь уже в пути». А через несколько дней он сказал, что пришло время нового руководства в Иране, потому что аятолла и его окружение – плохие люди. Если объединить все три высказывания, то мы видим президента, который стоит на стороне народа. Вы поддерживаете смену режима? Да, полностью. Если нет, и вы сумасшедший. Военную смену режима? Да, я поддерживаю людей, которые хотят жить в стране, где их дочь не будет убита. Если мы сейчас отступим, это будет самая большая ошибка, которую мы сделали. Хуже, чем красная линия в Сирии. Хуже, чем Афганистан. Нельзя говорить: «Продолжайте протестовать. Мы вас поддержим. Помощь в пути и ничего не делать». Именно поэтому я уверен, что президент Трамп добьется результата, соответствующего этим трем заявлениям – дипломатическим или военным путем. Я думаю, причина в том, что, во-первых, мобилизация усилий для этого – дело непростое. Нужно учитывать множество аспектов. Но самое главное, я думаю, президент Трамп понимает, что ему нужно убедить весь мир в том, что он предоставил дипломатическому решению или дипломатическим усилиям максимальный шанс. Мы должны посмотреть, насколько иранцы со своей стороны готовы согласиться на то, что от них требуется. Я не вижу большой вероятности того, что они хотя бы приблизительно согласятся с заявленными требованиями. Тогда можно сказать: смотрите, дипломатическими средствами нам не удалось этого добиться, поэтому теперь мы можем двигаться дальше без этого. На площади Терезиен-Визии в Мюнхене собрались около 250 тысяч иранцев. Это одна из крупнейших подобных демонстраций последних лет. Люди приехали со всей Европы, чтобы сказать «нет» нынешнему режиму в Иране и поддержать изгнанного наследника шахского престола Резу Пехлеви. Толпа размахивала флагами шахского Ирана со львом и солнцем, держала плакаты с изображением Пехлеви и баннеры с критикой власти исламистов. Когда Пехлеви вышел на сцену, люди встретили его бурными аплодисментами. На митинге выступил и американский сенатор Линдси Грэм. Он прямо заявил: режим аятолл не имеет права на существование. Толпа поддержала каждое его слово. Я выбираю иранский народ вместо аятоллы-убийцы. Пора ему уходить. Сделаем Иран великим снова, выбрав народ, а не аятоллу. Сделаем Иран великим, поставив народ во главе страны. Да благословит вас Бог. Иран снова будет великим с народом во главе. Помощь уже в пути. Украинскому народу присуждена премия имени Эвальда фон Клейста, основателя и покровителя Мюнхенской конференции. Церемония награждения прошла с участием президента Владимира Зеленского. Почетную награду присуждают ведущим мировым деятелям политики, организациям и, теперь, странам и народам за выдающийся вклад в развитие взаимопонимания в мире и урегулирование конфликтов. С момента основания премии в 2009 году ее лауреатами в том числе становились бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Джон Керри, бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Солана, экс-канцлер Германии Гельмут Шмидт, экс-президент Франции Валерий Жискар д'Эстен, сенатор Джон Маккейн, генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель, глава европейской дипломатии Кая Каллас. Большое спасибо. Большое спасибо за приглашение. Для меня огромная честь быть здесь. Я очень горжусь этим, иметь таких друзей и быть президентом Украины, нашего народа, нашего великого народа. И спасибо Германии, действительно, и Европе, людям, которые поддерживают нас с самого начала полномасштабной войны. Мы понимаем и очень благодарны за то, что вы крупнейшие доноры, ваша страна. Вы нам очень помогли. Многие первые шаги были сделаны Германией и другими партнерами в Европе.
Но Германия сделала большой шаг вперед. Дорогие друзья, я искренне ценю ваше решение присудить эту особую награду украинскому народу. Честно говоря, для Украины нет такой награды. Знаете, достаточно высокой награды. Думаю, даже Нобелевской премии мира было бы недостаточно. Я абсолютно уверен, что вы заслуживаете большего. И еще одно замечание. Некоторые говорят, что Украина должна быть благодарна за все. На самом деле все наоборот. Это мы должны быть благодарны Украине. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил на дискуссионном заседании Мюнхенской конференции по безопасности, что Китай обладает возможностью положить конец войне, которую Россия ведет против Украины. Эта война должна закончиться. Эта бойня должна закончиться. Почти непостижимо, сколько жизней и страданий переживают украинцы. Особенно, когда Россия атакует их энергетическую инфраструктуру. Я имею в виду, это ужасно, что происходит. Мир должен встать на защиту. Но вы знаете, что эта война полностью поддерживается Китаем. И Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и закончить эту войну завтра же, прекратив продажу его технологий двойного назначения. Китай мог бы прекратить закупку российской нефти и газа. У мира есть множество возможностей оказать давление на Китай. Любая сделка, и в этом мы согласны, должна быть соглашением не только между русскими, но и между украинцами. И это должна быть сделка, приемлемая для них. И больше всего я боюсь, что украинцы, я думаю, готовы прямо сейчас заключить разумную сделку, которая при данных обстоятельствах была бы справедливой. Здесь нет никакой справедливой сделки, потому что, опять же, Россия вторглась в Украину и ведет эту изнурительную войну. Но я просто не убежден, что в конечном итоге русские готовы заключить сделку или никогда не удастся заключить сделку. Но знаете, я молюсь о мире, потому что эта война должна закончиться. Это просто ужасно. Мы видим это каждый день, и это просто должно закончиться. А президент Трамп будет использовать все возможные средства, чтобы продолжать войну, пока это не станет либо возможным, либо невозможным. Госсекретарь США Марко Рубио и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Мюнхене в конце второго дня Международной конференции по безопасности. Зеленский выразил надежду, что мирные переговоры при посредничестве США, запланированные на следующую неделю в Женеве, будут содержательными. При этом он подчеркнул, от Киева слишком часто требует уступок. Зеленский также обвинил Москву в попытке затянуть процесс. По его словам, Россия опять меняет главного переговорщика на Мединского, таким образом откладывая принятие важных решений. Во вторник и среду в Женеве должны встретиться делегации Украины, России и США. Владимир Зеленский поговорил с представителями Дональда Трампа, Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Обсудили позиции сторон и наработки после встречи в Абу-Даби. Часть договоренностей пока не раскрывают. Их представит украинская делегация уже на следующей неделе. А вот как Владимир Зеленский описал позицию Украины относительно территориальных претензий Путина на неоккупированную Россией часть Донецкой области? Когда мы общаемся с американской стороной, там есть много вопросов от российской стороны к нам. Они говорят: вы видите, мы много сделали. А вы поднимаете только один вопрос. Территориальный вопрос. И, собственно, определенные уступки или обмены. Я сказал, возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что они никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Минимум, что они хотят, это Донбасс, Донецкая область, но на 100%, чтобы продать это как победу для собственного общества. Возможно, даже не для общества, потому что иногда мы думаем, что это для общества, а может быть, для самого себя. Это победа для него самого. Я не уверен, что он думает о том, как что-то можно продать обществу, потому что он может это сделать в любой момент. Он так делал последние 30 лет. Именно поэтому мы не можем просто вывести войска с нашей территории или обменять нашу территорию. Один кусок на другой. Это что-то совершенно безумное. И именно поэтому это не просто территория.
Там проживает 200 тысяч человек. Там сотни тысяч погибших. Особенно в этом направлении, особенно в Донбассе. И та война, которая началась еще в 2014 году, она началась с Востока, с Крыма. Это была историческая ошибка, что никто не ответил на действия Путина в 2014 году. Это историческая ошибка. Он не мог оккупировать тогда. Он не был таким смелым, как сегодня, во время этой полномасштабной атаки. Его армия тогда пришла без российской формы одежды. Это означает, что они еще боялись. В 22 году они пришли уже в форме, с ракетами, с танками. Никто его тогда, в 2014 году, не остановил. Именно поэтому он почувствовал себя смелее. Именно поэтому на данный момент, поверьте мне, он еще более уверен в своих действиях, чем 4 года назад, чем 10 лет назад. Именно поэтому, если мы дадим ему эту возможность почувствовать эту победу, мы не знаем, что он сделает дальше. Я сказал это, и наши американские друзья сказали, что, возможно, мы сможем сделать экономическую зону на Донбассе между нами. Но я не знаю. Даже если там будут находиться американские военные, хотя мы об этом не просим, но давайте представим, что они там будут. Ну, давайте представим, что это происходит. Они там остаются. Никто не будет полностью контролировать то, что происходит на неподконтрольных Украине территориях. Они могут убивать одного или другого, подрывать или наносить другой ущерб. И что будет говорить любой американский президент? Потому что это может случиться завтра, через 2 или 3 года. Я не знаю, как долго они будут готовы там оставаться. Что будет делать президент с этим? Независимо от того, кто будет назначен. Но, я думаю, мы видели, что происходило в Афганистане. Я не сравниваю эти вещи, но я думаю, что если Путин захочет прийти и оккупировать нас, если они спровоцируют что-то, то есть большая вероятность, что люди, которые там останутся, пусть не американцы, а кто-то другой, могут выйти, и в таком случае Путин будет провоцировать. Конечно, они не выйдут самостоятельно. Он спровоцирует, и они выйдут. Что будет дальше? Будет масштабная оккупация Украины, будут большие потери. Именно поэтому я говорил, что это опция, но не положительная для Украины. Потому что есть большие риски для гарантий безопасности и большие риски для безопасности тех стран, которые предоставили эти гарантии. Потому что это будет их слово. Также в Мюнхене отдельно встретились президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев. Чуть ранее азербайджанский лидер заявил на Мюнхенской конференции, что Азербайджан расценивает обстрел своего посольства в Киеве со стороны России как недружественный шаг. В частности, дипломатическое представительство Азербайджана в Украине подверглось ударам трижды. После первого в Баку предположили, что это могла быть случайность. Однако затем российской стороне передали точные координаты всех азербайджанских объектов: посольства, консульского отдела и культурного центра. Несмотря на это, последовали еще 2 удара. Алиев назвал произошедшее целенаправленной атакой на дипломатические представительства Азербайджана. России грозят санкции за применение химического оружия. В Организацию по запрещению химического оружия переданы данные расследования ученых из 5 европейских стран. Они подтвердили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом, содержащим токсин эпиботидин, который встречается только у ядовитых древесных лягушек Южной Америки под названием пятиполосый древолаз. Анализы, заявляют союзники, убедительно подтверждают присутствие яда, доступного в военных химических лабораториях. Российские власти свою причастность к гибели Навального традиционно отрицают. Комментариев пресс-секретаря Путина Пескова пока не последовало.
Экспертам из наших стран удалось выяснить, как был отравлен Алексей Навальный, и это чрезвычайно важно для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что она делала, и чтобы продолжать разоблачать ее непрекращающуюся ложь. И теперь мы передадим эту информацию в организацию по запрещению химического оружия, которая является организацией по предотвращению применения химического оружия. И это еще один способ усилить давление на Россию. Мне трудно подобрать слова. 2 года назад я была здесь, в Мюнхене. Это был самый ужасный день в моей жизни. Я вышла на сцену и сказала, что моего мужа, Алексея Навального, отравили. Что еще могло произойти, если главный враг Путина находится в российской тюрьме? Теперь это не просто слова. Это научное доказательство того, что мой муж, Алексей Навальный, был отравлен и убит российским правительством и Владимиром Путиным в российской тюрьме. Российское правительство пыталось заставить замолчать своих противников. Мы полны решимости добиться того, чтобы правда была рассказана. Я думаю, эти доказательства продемонстрировали презрение, которое российское правительство испытывает к собственным гражданам. Его готовность использовать самые опасные и смертоносные токсины, а также его попытку заставить замолчать собственных граждан и любую оппозицию самыми варварскими способами. И мы не должны забывать слова Алексея Навального, потому что он сказал, что мы должны делать то, чего больше всего боится российское правительство. Мы должны говорить правду, мы должны распространять правду, потому что это самое опасное оружие из всех. Путин ежедневно попирает международное право и человечность. И не только в Украине. Ему совершенно наплевать на конвенцию о химическом оружии. Отравление Навального должно иметь последствия. Именно к этому теперь должны быть привлечены ответственные органы. И поэтому мы также проинформировали генерального директора организации по запрещению химического оружия о наших выводах. 2 года назад Алексей Навальный умер в российской исправительной колонии. Мы сразу же выразили подозрение, что он был убит. Сегодня, ровно через 2 года после его смерти, мы вместе с 5 другими странами предоставляем доказательства того, что он был отравлен. 4 другие страны, включая Францию, продемонстрировали посредством детальных анализов, проведенных в специализированных лабораториях, что ему был введен яд, который весьма вероятно и привел к его смерти. Таким образом, это доказательство, несмотря на всю ложь Владимира Путина, что он действительно несет ответственность за эту смерть. И это еще раз показывает, на что готова пойти Россия, чтобы заставить замолчать все формы оппозиции и уничтожить свободу прессы. 4 астронавтов, 2 из которых впервые отправились в космос, прибыли на Международную космическую станцию с 8-месячной научной миссией. Экипаж прибыл на капсуле Dragon Freedom после запуска с помощью ракеты SpaceX из Флориды в пятницу, 13 февраля. Миссия получила название Crew-12 и стала 12-й длительной экспедицией НАСА на МКС с использованием кораблей частной компании Илона Маска, отправляющей астронавтов на орбиту с мая 2020 года. Возглавила Crew-12 опытная астронавтка и морской биолог Джессика Мейер, для которой это уже 2-я миссия на станцию. Почти 7 лет назад она вместе с коллегой Кристиной Кох совершила первый в истории женский выход в открытый космос. Вместе с ней в полет отправились новичок, бывший пилот ВМС США Джек Хэтэуэй, французский астронавт Европейского космического агентства и мастер пилотирования вертолета София Дэна, а также российский космонавт Андрей Федяев, для которого это 2-я экспедиция на МКС. На орбите экипаж встретили 3 действующих обитателей станции. Астронавт НАСА Крис Уильямс и космонавты Роскосмоса Сергей Куцверчков и Сергей Микаев. МКС, длина которой сравнима с футбольным полем, остается крупнейшим искусственным объектом в космосе и управляется консорциумом под руководством США и России с участием Канады, Японии и 11 европейских стран. В Бразилии пора карнавалов. Прежде чем на улице Рио-де-Жанейро выйдут 1,5 миллиона человек, чтобы поучаствовать или посмотреть на парад победителей, а затем, чтобы наблюдать за многочасовым парадом школ самбы, буквально в каждом бразильском городе проходят свои карнавалы. В этом году тема праздника – защита природы, богатство бразильской биологической среды и призыв к отказу от ископаемого топлива. В субботу в центре Ресифи тысячи людей собрались на мосту Дуарте Коэльо, чтобы отпраздновать ежегодный карнавал Гало да Мадрugada – «Петух рассвета». Над праздником возвышалась гигантская фигура петуха, около 30 метров в высоту. Толпа наслаждалась яркими костюмами, живой музыкой, платформами с артистами, танцами и шествием, ставшим символом культурного разнообразия Бразилии.
Ежегодный парад Блокауда-бара вновь собрал любителей домашних животных и их наряженных питомцев, продолжая традицию карнавалов в районе бара в Рио-де-Жанейро. На улицах можно было увидеть собак в самых разнообразных костюмах, от чудо-женщины до хот-догов, а семьи и местные жители пришли вместе, чтобы отпраздновать события. Собаки дефилировали в костюмах принцесс, футболистов, динозавров и клоунов. Некоторые выходили на сцену, демонстрируя свои образы.